От пациента нужна расшифровка КТ брюшной полости, больше внимания уделить поджелудочной железе и печени. Консультативное заключение по представленным КТ томограммам пациента 62 лет. Дата исследования – 12 мая 2021 года. Область исследования – органы брюшной полости и забрюшинного пространства. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких на уровне сканирования очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров правильно расположен. Печень КРБТ 194 мм, Карлт 89 мм, контуры четкие, ровные, нативная плотность плюс 26, плюс 87 Хаунсфилда. Диаметр портальной вены 15 мм. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Желчный пузырь сокращен. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Поджелудочная железа обычных размеров 30-21, 22 мм с четкими контурами, паренхима диффузно неоднородна, плотность плюс 15, плюс 33 Хаунсфилда. Версунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Селезенка не увеличена с четкими ровными контурами без РЖ-контрастных очагов. Капсула прослеживается на всем протяжении. Диаметр селезеночной вены 7 мм. Надпочечники не увеличены, обычной структуры Y образной формы. Правая почка не увеличена, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки, паранефральная клетчатка структурна. В латеральной паренхиме простая киста диаметром 17 мм. Левая почка не увеличена, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки, паранефральная клетчатка структурна. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Диаметр аорты и нижние полые вены в пределах возрастной нормы. По стенкам аорты немногочисленные обозвестеленные атеросклеротические бляшки. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. При введении контраста очаги патологической васкуляризации не выявлены. Правая почечная артерия дает ветвь к верхнему сегменту практически в месте отхождения от аорты. Заключение. КТ-картина гипотомегалии, минимального расширения портальной вены, диффузных изменений ткани печени и поджелудочной железы, кисты правой почки Босняк-1, атеросклероза аорты. 19 мая 2022 года доцент кафедры К. М.Н. Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. В целом ничего катастрофического в животе у вас нет. Есть диффузные изменения ткани печени и поджелудочной железы, но они не специфичны. В этой ситуации нужно ориентироваться на результаты биохимических анализов крови. О проблемах с печенью говорит и ее увеличение, а также расширение портальной вены. С этим всем имеет смысл обратиться к гастроэнтерологу. Киста почки – это случайная находка, какой-то опасности она не представляет и лечения не требует. Вопрос пациента. У пациента, моего папы, снимки которого были описаны ниже, датированы май 2021 года, через 10 месяцев после даты этих снимков, март 2022 года, резко ухудшилось здоровье, и он был экстренно госпитализирован. Через 1 месяц его не стало. Диагноз был такой. Первичная опухоль, аденокарцинома поджелудочной железы в хвосте, 4 участка поражения селом общей площадью 44 на 27 мм. 4-я стадия. Множество метастазов в печени и так далее. Я думаю, что 10 месяцев назад, когда мы делали планированное КТ, рентгенолог не увидел опухоль, которая могла уже быть в поджелудочной. Могли бы вы еще раз посмотреть на поджелудочную железу? Если на самом деле вы тоже ничего там не видите, разве может рак поджелудочной появиться вот так за 10 месяцев с нулевой и на 4-ю стадию с летальным исходом? Последнее КТ папы, март 2022 года, есть, если нужно для сравнения. Ответ К.М.Н. Котова М.А. В зоне сканирования очагов патологической васкуляризации нет. 10 месяцев – это большой срок. Иногда опухоль удваивает свой объем буквально за месяц. Это очень индивидуально, и не всегда рост опухоли замедляется лечением.